Приветствую подписчиков и зрителей моего канала, меня зовут Александр, и вы на канале У Белого дома, где я знакомлю зрителей с моим опытом решения каких-то бытовых вопросов. На моем канале есть два ролика о пылесосе Samsung SC8870. Я приобрел для него воздушный HEPA-фильтр в минском магазине RTM BY. Данный магазин имеет два павильона в Минске, где вы можете приобрести запчасти и какие-то аксессуары к бытовой технике. Есть также сайт, ссылку на который я оставлю в описании к этому видеоролику. Также сотрудники магазина оказывают услуги по ремонту стиральных машинок для жителей города Минска и Минского района. С перечнем подлежащих ремонту брендов машинок, а также о наличии скидок на услуги вы можете ознакомиться на этом сайте, в соответствующей закладке. Я обратился в данный магазин именно за запчастью к своему пылесосу и был обрадован в первую очередь низкой ценой. Вот данный фильтр стоит 18 рублей 50 копеек, это белорусских, что соответствует около 9 долларов США. Но также там широкий выбор запчастей и комплектующих для бытовой техники различного назначения и брендов. Конкретно мои земляки могут там приобрести тены для аэрогрилей, бойлеров, духовых шкафов, посудомоечных, стиральных машин, комплектующие для блендеров, аксессуары для вытяжек, мультиварок, мясорубок, запчасти для кофемашин, СВЧ-печей, хлебопечек, весь набор фильтров для пылесосов, компрессоры для холодильников. Вообще для стиральных машинок очень широкий спектр запчастей, а для LG есть ремкомплекты, состоящие из 3 подшипников. Если у вас руки растут из нужного места, то мелкий или даже какой-то сложный ремонт бытовой техники вы можете выполнить самостоятельно, чем значительно удешевите его, приобретя какие-то запчасти в этом магазине. Конечно же, я по традиции обратился и к китайским интернет-площадкам в поисках данного товара, но конкретно для данного моего пылесоса фильтра там нет. Хотя какие-то варианты присутствуют и на AliExpress.com, и на eBay.com. И я обратился в магазин RTM BY, съездил в торговый центр Тиволи на Притыцкого и приобрел в павильоне этот HEPA-фильтр. В моем пылесосе используется оригинальный фильтр HEPA 13, вот здесь он указан, который выполнен не из бумаги, из каких-то синтетических волокон, поэтому его можно промыть водой. В отличие от других моделей, он не заклеен силиконом, он легко разбирается. Тут изымается резиновый уплотнитель, выдавливается с этой стороны сам фильтр, который состоит вот с такой части и еще вот такая вот как промокашка, где отмечено, что это Silver Plus HEPA 13. Пыли в нем задерживается достаточно. Фильтр используется для уже финишной очистки воздуха на выходе из пылесоса. Он такой гофрированный в виде гармошки, такие ячейки у него созданы, для увеличения площади контакта с выбрасываемым воздушным потоком. И здесь вот заметно, что некоторые ячейки деформированы. Это случилось при засоре промежуточных фильтров строительной пылью. При этом HEPA-фильтр выскочил полностью в сборе из пылесоса, хотя имеется здесь 2 петли и вот такая вот защелка с этой стороны. И выбил еще заднюю крышку. Она также на защелке, и здесь имеется еще снизу 3 петли. Все это было выбито, и вот так вот фильтр сам деформировался. Хотя он, конечно, не порвался, что довольно-таки прочная конструкция. Вообще рекомендуется чистить или менять фильтр раз в полгода или год. Я как обыватель чищу по мере надобности. Если из пылесоса выходит достаточно нагретый воздух, значит двигатель работает не в режиме. То есть фильтры, а их в пылесосе всего 3, засорены. При этом ток в обмотках двигателя повышается, что и приводит к их нагреву. А в конечном счете обмотки перегорают. Удобство всех фильтров данного пылесоса в том, что их можно промывать, а не каждый раз закупать новые расходники, что, конечно же, экономит бюджет. Первый фильтр установлен на выходе из контейнера, куда собирается пыль. Он из поролоновой губки, а с этой стороны какая-то ткань. Стоит он на этом сайте около 9,5 долларов в представленном магазине. Второй фильтр установлен на выходе из камеры, в которой уже установлен двигатель. Он также выполнен из поролона и имеет специфическую такую вот форму. Кстати, этот двигатель магазин предлагает за 35 долларов под заказ. Его модель VCM M30AO.
Этот фильтр HSM08 производится предприятием Neolux. Здесь указано, что он из Санкт-Петербурга и является аналогом оригинального фильтра DJ9701670D. Предназначен для пылесосов серии SC88. Поэтому россияне также могут приобрести фильтр, насадки, пылесборники, телескопические трубки для пылесосов, изготовленные данным предприятием. Ссылка на официальный сайт также будет в описании. И вот он оригинальный, вот он вновь приобретенный. Размеры его полностью совпадают с оригинальным. Также защелка размещена в нужном положении. Фильтр продается уже в сборе. Также имеется резиновый уплотнитель. Он извлекается. Заметно, что это не оригинал. Элементы клея имеются вот везде. Немного небрежно сделано. Возможно, это также китайский фильтр, но предлагается именно предприятием Neolux Санкт-Петербурга. И заметил еще разницу, в отличие от оригинального. Здесь имеется 4 такие камеры, ну а здесь по краям 2 узкие и в центре по 3 камеры. Поэтому рекомендую жителям города Минска и района данный магазин, если вы ищете запчасти и комплектующие для бытовой техники. А на этом всем пока, до новых встреч, увидимся!